Всем привет! Добро пожаловать в новый влог. У нас сегодня воскресенье, 7 июня, и мы с мужем едем на пляж, конечно же, потому что летом в Анталии лучшее время по воскресеньям проводить именно на пляже. Я сделала домашние бюреки с картошкой и с сыром. Это мои коронные бюреки. Я, конечно же, обязательно вам, как всегда, все покажу. Весь наш стол для завтрака, когда мы приедем на пляж и разложимся. Обычно в летний период здесь под 40 градусов жары, как я уже говорила. Пляжи все просто переполнены. Ну, еще в силу того, что не только местные жители едут купаться, а тут просто туристический город. Поэтому, конечно, тут очень много туристов. Их уже здесь полно. И обычно на пляж мы едем чуть ли не в 6 утра по воскресеньям, и в 6:30 мы уже там. Мы занимаем отличное место рядом с водой, раскладываемся и все, и там несколько часов обитаем. Вот. Но сейчас утро у нас пока еще очень прохладное, лето в этом году наступает позднее, поэтому мы решили поехать попозже. Сейчас где-то 9:30 утра. Соответственно, где-то в 10 утра мы будем там. Ну, если нам повезет без трафика, то еще, может быть, где-то в 9:45, вот так вот. Я надеюсь, что мы легко найдем парковку, что мы легко найдем хорошее место, на котором мы обоснуемся. Вот. Ну, в общем, посмотрим, я вам все покажу. Мы приехали. В принципе, не могу сказать, что очень-очень уж прям наполнено. Ну, наполнено, конечно, машинами, но мы очень легко нашли место. Мы в этот раз, уже второй раз приезжаем немножко в другое место, на пляж. Мы обычно приезжали в самое начало района Каньялты, в самое начало пляжа. Там, конечно, просто аншлаг. Сейчас мы уже второй раз приезжаем чуть подальше, по берегу. И, следовательно, тут поменьше народу. Вот. Сейчас сейчас пойдем на пляж. Вот мы уже расчехляемся. Вот. Это моя любимая туба для плавания. Очень комфортно. Можно далеко заплывать и особо не уставать. Вот, так что сейчас пойдем на пляж. Ну что, вот мы приближаемся к пляжу. Сейчас я выкину мусор. Все. Ну, слушайте, вообще не заполненный, хочу я вам сказать. Интересно, у нас уже 30 градусов жары, а то и 32. Сейчас уже, сколько, я не знаю, 10 утра. И пляж не заполненный. Это очень хорошо. Мы сели, мы разложились. Так, покажу. В общем, мы взяли с собой овощи, как всегда, свежие. Это помидоры черри, огурцы и домашние оливки. Черные и зеленые. Вот. Потом я вам обещала показать, я сделала домашние бюреки с картошкой и с сыром. Это просто моя короночка, скажем так, вот эти бюреки. Они у меня получаются невероятно вкусными, они делаются очень просто и быстро. Вот. Также у нас, конечно же, турецкий чай, обязательно. Сейчас мы будем завтракать и потом пойдем плавать на море. В прошлый раз я только помочила ноги и не купалась, потому что было на самом деле очень холодно. Я надеюсь, что сегодня я уже смогу нормально покупаться. Не знаю, буду мочить голову или нет, но, скорее всего, нырну, так, чтобы полностью в соленую воду погрузиться. Также я поплаваю со своей вот этой вот голубой тубой обязательно. Ну и, соответственно, будем наслаждаться нашим выходным. В общем, девчонки, мы поплавали. Мы сейчас все мокрые и соленые. Я сейчас стараюсь держать технику так, чтобы она не докасалась до моей одежды, потому что я вся соленая. Мы сейчас пьем чай. Тут поднялся ветер, поэтому немножко холодно. И у нас есть с собой холодный арбуз, которым, наверное, мы еще сильнее будем охлаждаться. В общем, не знаю, сейчас пока сидим, обсыхаем, отдыхаем. Вот. Там вовсю купаются люди, дети, бесятся. Но что-то сегодня прям как-то ветрено. Но ничего, все равно я купательный сезон полностью официально открыла. И еще, знаете, что, девчонки, у меня произошло пару дней назад? У меня откололся зуб. Это просто. И причем это передний зуб, самый передний, на зоне улыбки.
Для меня это всегда болезненно, эмоционально, потому что я очень люблю улыбаться, и если с передними зубами что-то не так, ну, такой косметический момент. Вот, и мы на следующей неделе будем записываться к зубному. Мне там нужно несколько зубов как раз еще сделать. Ну, вот, неплохой повод случился. И сходим к зубному, сразу несколько зубов подлечим, и надеюсь, что нормально отреставрируем мой передний зуб. Потому что, я не знаю, видно сейчас на видео или нет, что он немножко у меня сколот. Но ничего поделать не могу. Самое главное, что он не болит. Но я, конечно, немного расстроилась, когда увидела это. Я когда спала ночью, я проснулась, и у меня во рту был как будто кусочек пластика какого-то. Я думаю, откуда у меня во рту ночью кусок пластика белого? А потом на утро, посмотрев в зеркало, почистив зубы, я поняла, что просто у меня нет части зуба. Это вот этот кусочек пластика был. Ну, в общем, ничего страшного бывает. Вот, в Турции реставрировать зуб я буду впервые. Я в прошлом году удаляла себе зуб один. Вот, в этом году буду реставрировать и менять пломбы. Сегодня у нас по планам, вот сейчас море, отдыхаем. И потом у нас вообще сегодня задача съездить на рынок. Нам нужно купить овощей, фруктов. Мы либо вечером поедем на вечерний рынок, либо, может быть, днем заедем. Посмотрим. После моря в любом случае приедем домой, будем немножко отдыхать, примем душ, вот. Потом, наверное, съездим на рынок, ну и, наверное, куда-то погулять. У нас сегодня каких-то грандиозных планов нету, будем просто отдыхать. Ну что, девчонки, мы наотдыхались на море, сейчас едем домой, примем душ, будем отдыхать и потом поедем по делам. Поедем на рынок, погулять, скорее всего. Ну так, сначала, в общем, отдохнем немножко. Вот, и опреснимся после соленого моря. У меня здесь система, чтобы сиденье сильно не промокло, потому что я до сих пор не очень сильно высохла. Я положила полотенце, постелила точнее. Я вот хочу на маркетплейсе посмотреть, есть ли какие-то чехлы, может быть, одноразовые или многоразовые удобные чехлы на сиденье, чтобы вот так после моря мы садились в машину, и у нас сиденья, ну, не были, ладно, мокрыми, но не были солеными хотя бы. Вот, в общем, хочу посмотреть на маркетплейсе. Мы уже дома отдохнули, привели себя в порядок, перекусили, и сейчас поедем на рынок. Он относительно недалеко от нас, в принципе, в нашем районе. По воскресеньям там рынок открыт, очень большой. Там огромный выбор. Поедем сейчас закупаться продуктами туда. Я сначала хотела снять там видео, потом вспомнила, насколько на этих рынках шумно. Каждый зазывает к своему столу, скажем так, к своей точке продуктовой. Вот, и там просто невозможно разговаривать, там себя даже не слышишь. Поэтому в этот раз я снимать не буду там видео. Как-нибудь в другой раз сниму и покажу вам турецкий базар. У меня одно видео уже есть осеннее, ну, я вам новое покажу. Вот, поэтому я думаю, что в этом видео, точнее, в этом дне, в этом фрагменте я с вами прощаюсь. Увидимся в следующем дне. Ну что, всем привет! Это уже понедельник, 8 июня. Вчера после рынка мы уже с мужем очень сильно устали. Мы еще, конечно, съездили по делам, но потом уже были вообще без сил, поэтому я больше во влог не выходила, а решила сегодня выйти к вам со всеми силами и снять небольшую распаковку фруктов и ягод с рынка, на который мы вчера ездили, и фруктов и ягод, которые мы вчера купили. По поводу цен я постараюсь все вспомнить. Ну, вроде как я помню цены фруктов, просто мы в таком сумбуре там были. На этом рынке, мало того, что он очень большой, это, конечно, круто, потому что большой выбор как товаров, так и цен. Вот, но минус таких рынков, что они очень далеки от спокойного шопинга продуктового. Все продавцы там орут, зазывают, чтобы покупатели подходили именно к их прилавкам. И они не просто что-то говорят или один раз там в 5-10 минут кричат что-то, они орут почти без конца. Даже когда они пробивают тебе товар, взвешивают, говорят сумму, они одновременно орут новым покупателям, чтобы те подходили и поскорее забирали у них весь товар. Поэтому это, конечно, выматывает, но мы справились. Это уже не первый у нас поход на рынок, конечно же, далеко не первый, поэтому мы все сделали.
но вымотались мы там, конечно, знатно. Плюс еще вчера у нас ударила жара, 36 градусов жары было на... Поэтому рынок, он хоть и открытый в плане стен, там нету стен, там просто железный такой каркас, на него крышу натягивают, и все, и вот тебе рынок. И, соответственно, внутри располагаются уже разные продавцы. И вроде бы должно быть проветривание, но вчера днем ветра уже не было никакого, а улицы были разогреты очень сильно. Вот, поэтому, конечно, там было очень жарко, там даже все продавцы стояли в мыле. Вот, поэтому нам так, конечно, было жарко, там очень много народу, там этот трафик между рядами, ну, в общем, тяжело, конечно, тяжело, это сильно выматывает, но зато именно на рынке можно взять качественные, вкусные, свежие продукты. Ну что, давайте начнем с черники. Там продавалась россыпью и продавалась в таких вот стаканчиках. Мы решили взять немножко сразу стаканчики. Вот, значит, стоимость стаканчика 100 лир. Если покупать на развес, просто россыпью насыпать, то килограмм 250 лир. В стаканчике где-то 220-230 грамм. По идее, должно стоить, ну, лир 70, например, 60, вот такое. Но они берут 100 лир за то, что это уже фасованное в стаканчике. Сначала мы не хотели брать, потом так подумали, ее далеко не всегда можно найти, и она там такая свежая, хорошая. В общем, решили взять. Вот такая, давайте я вам открою. Такая вот черника с размером с голубику. Вот, я ее очень люблю. Так что вот, взяли чернику. Потом мы взяли где-то килограммчик персиков. Но один вечером вчера уже съели. Вот такие персики. Хорошие, уже немножко мягкие. Я не стала брать слишком сильно зеленые, потому что я не хотела, чтобы они очень долго лежали, доходили. Я уже хотела их покушать, и там в основном, в принципе, все были достаточно мягкие. Поэтому вот взяли. Здесь 5 штук, было 6, получается. Вот 6 штук, 100 лир, получается килограмм. Вот, это персики. Теперь мы взяли еще абрикосы, их мы взяли прям чуть-чуть. Абрикосы там везде лежали все зеленые, поэтому вот их как раз-таки я взяла на долежание. Вот они полежат, дойдут у меня в шкафу, и, соответственно, потом будут сладкие, вкусные и не испортятся. Вот, ну, вчера один абрикос мы порезали, попробовали, но он очень кислый и жесткий, поэтому все-таки, конечно, нужно долежать. Вот, абрикосы стоили тоже 100 лир за килограмм, то есть мы взяли полкило, получается 50 лир мы заплатили. Так, еще мы взяли черешню. Черешню мы взяли прям килограммчик. Черешня у нас не вся темная, она и темная, и светленькая, вот такая. Вот, соответственно, светленькая черешня, она обычно не очень сладкая, она слегка кисловатая, такая, я бы сказала, пикантная, потому что у нее небольшая горчинка есть, но эта горчинка очень приятная. Но я думаю, что все пробовали светлую черешню, вот, поймете, о чем я. Я очень люблю как бордовую, красную и вот такую светленькую черешню. Вот даже, наверное, чуть посветлее. Вот. Черешня тоже 100 лир за килограмм. Эти цены, в принципе, достаточно хорошие и достаточно выгодные, потому что, например, в прошлом году вот это вот счастье стоило от 500 лир за килограмм, а то и выше. В общем, очень даже неплохо. В этом году черешня дешевле намного, чем в прошлом, поэтому, конечно же, мы каждый раз ее покупаем. Так, дальше мы купили нектарины. Я просто обожаю нектарины, но здесь не килограмм, здесь, наверное, пару кило. Нектаринчики такие и темные, и светлые. Вот, но это все из одной и той же партии. Нектарины были, по-моему, 80 лир за килограмм. Да, немножко жестковатые. Вот эти красные, они уже помягче. Светленькие, жестковатые, ну, соответственно, дойдут. Нектарины у меня, кстати, прекрасно доходят даже в холодильнике, на удивление. Обычно же всегда кладут либо на стол, либо куда-то, ну, там, в полку, в шкаф, в ящик, то у меня они даже в холодильнике доходят и очень даже вкусные становятся. Хотя холодильник у нас морозит очень хорошо. И, конечно же, клубника. Здесь, ну, наверное, тоже кило. В общем, мы взяли такую вот пластиковую коробочку. Мы стараемся брать именно сразу в коробочке. Мы, конечно, проверяем, чтобы нигде не было плохой клубники. Ну, так, визуально мы везде покрутим. Очень удобно, сразу коробочку берешь, она сразу у тебя фасованная. На цену это никак не влияет, кстати, по сравнению с черникой. Здесь они берут больше за то, что это в коробочке, а клубника нет, просто вот фасованная и все. Хочешь сам напирай, хочешь сразу фасованную. Клубника стоила 80 лир за килограмм.
Вот хорошая, вкусная, кстати, сладкая клубника. Еще муж у меня купил арбуз, наш долгожданный арбуз, но купил его, естественно, не на вторничном рынке, потому что это было в пятницу. Он купил арбуз в супермаркете BİM. Те, кто были в Турции или те, кто живут в Турции из моих зрителей, можете знать этот магазин, супермаркет, самый обычный супермаркет, но там много, в принципе, неплохих товаров, много скидок хороших. Вот он взял там арбуз, если честно, не скажу по какой цене, я не помню, но там оставалось 3 последних арбуза, соответственно, все разобрали, ну, по логике, скорее всего, вкусный, и оказался действительно очень вкусный. Мы уже его несколько раз поели, он сейчас у нас нарезанный на четвертинки, лежит в холодильнике. Теперь у нас в холодильнике просто разнообразие фруктов, разнообразие овощей. Точнее, овощи я всегда одни и те же покупаю, а вот фрукты и ягоды летние для меня это просто топ и самое важное, потому что я обожаю фрукты, да и овощи, в принципе, я очень сильно люблю. Но летние фрукты, я думаю, что очень многие любят, фрукты и ягоды. Если честно, никогда не понимала людей, которые не любят фрукты и ягоды, тем более сладкие. Они же лучше всяких, ну, там, шоколада, конфет, печенье, там, пирожных. Самое лучшее, как по мне, это свежие фрукты и ягоды. Я могу понять людей, которые не любят овощи, в принципе, могу понять. Но сладкие фрукты и ягоды, нет, это мне непонятно. Мы стараемся в сезон закупаться, конечно, разными фруктами и ягодами, так как здесь в основном принято закупаться овощами, фруктами на рынках, потому что здесь в супермаркетах, например, не как у нас в СНГ, там, например, если в Москве, вот, да, у меня рядом с домом там большая пятерочка есть, но здесь такого нет, здесь тоже есть супермаркет, у нас 3 супермаркета рядом с домом, но там нету такого выбора фруктов и овощей, потому что здесь принято все покупать на рынках. Соответственно, например, в Москве, если мне что-то надо, я спустилась, быстренько купила и сразу поднялась домой. Все, у меня это есть. То, что в пятерочке, ну, как и уже пятерочка, Дикси, Магнолия, Перекресток, я не знаю, там, ну, Азбука вкуса и так далее. Огромный выбор, Вкусвилл, например. Магнит, огромный выбор товаров, в принципе, везде ты все можешь купить. А здесь в супермаркетах, как правило, все овощи вялые, тухлые, фруктов тоже толком нету. И когда мой муж сказал, что он купил арбуз в супермаркете BİM, я была очень сильно удивлена, но арбуз оказался очень вкусным. Так что закупились фруктами, закупились овощами. Вот такая у нас небольшая распаковочка с вами получилась. Я надеюсь, что вам было интересно. И если у вас есть какие-то вопросы, то задавайте, пожалуйста, пишите в комментариях. Я на все буду стараться отвечать. Я надеюсь, что ваши дни проходят хорошо. Если вам не сложно, ставьте лайки. Не забывайте подписываться, чтобы не потерять новые влоги. На этот влог я с вами прощаюсь. Желаю вам чудесных дней. Мы с вами увидимся уже в следующем влоге, в моих следующих днях. Спасибо, что эти несколько дней провели со мной. Я надеюсь, что вы наслаждались просмотром. И до встречи в следующем видео. Пока!